Ребят, всем привет! Вы на канале Ассортимент. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал. Ребят, всем привет! Вы на канале Ассортимент. Сегодня мы на рыбалке, как всегда. Днепр разлился, порыбачить негде, подъехать некуда. Вот мы нашли место, здесь тоже куча рыбаков. Не знаю, будет здесь что-то клевать или нет. Сюда пришлось нам тоже плыть, разбиваться, проходить. Но, слава богу, хоть есть место. Не знаю, как насчет зацепов, потому что тут деревья в воде. Сейчас будем смотреть, он камыш. Главное, чтобы под водой ничего не было. Если ничего нет, это хорошо. Такие вот дела. Ну что, наверное, приступим к разматыванию снастей и к рыбалке приступаем. Надеюсь, будет интересно. Хотя, честно, немножко настроения нет. Наверное, по мне видно. Не ожидал. Я хотелось в лучшие места поехать, но везде все затоплено. Ну, посмотрим, может здесь повезет. Просто хотелось порыбачить там, где есть шанс поймать карпа или сазана. А здесь не знаю, получится, нет. Ну, хотя бы, может, мелких карасиков. Ну, посмотрим, что у нас получится. По крайней мере, день классный. Можно сказать, первый день такой теплый, что смотрите, я в футболке, в шортах. Сегодня у нас получается 5 мая. Сейчас будет интересная рыбалка. Рыбачить мы еще сегодня будем на пикера все-таки. Фидера еще рано доставать большие. Так что порыбачим еще на такие удочки, на деликатную снасть. У нас сегодня есть новая наживка. Решили попробовать купить. Поп-ап называется. Посмотрим, как она себя проявит. Стоит она прилично. Посмотрим, как она работать будет. Хочу сказать, что у меня пикера, тест у них 30 грамм. От 15 до 30, вот так вот, если быть точно. Очень деликатная. И оснастку мы используем тоже деликатно. Посмотрим, что получится. Возьмем самый большой тест кончика. 1,5 грамма. В такой классный день провести на рыбалке все-таки это дорогого стоит. Хорошо, что у нас сегодня есть время отдохнуть. Не всегда оно бывает, конечно. Но сегодня мы проведем с утра до вечера. Вернее, как с утра. Сейчас уже 9 часов. Посмотрим, что получится. Так, выберем кормушечку, наверное, такую вот попробуем. Они все одинаковые, в принципе. Еще раз говорю, ребят, кому интересно, леска у нас 0,18. Будем сегодня без петли. Я обычно петлю делаю, но сегодня хочу попробовать просто завязать. Поэкспериментировать немножко. Так, наши поводки, ребята, здесь есть с волосом, так и без волоса. Будем пока использовать волосину. Если на волосину будет плохо клевать, будем использовать без волоса поводок. Но начнем с волосины. Берем себе поводочек. Ребят, кому интересно, поводочек санитки или мононит, как кому нравится. Толщина 0,06. То есть самое тонкое, что мне удалось найти. Так, привязываем. Обычным узлом сделать сегодня. На прошлой рыбалке у меня почему-то запутывалось с петлей. Попадала иногда промеж петли. Как-то не очень. Сегодня хочу попробовать вот именно узлом. Так, обязательно мочим. Желательно затягиваем прямо в воде. Страховочный двойной узелок сделать. Все. Здесь
все больше и больше. Видать, рыбачить негде. И все едут хотя бы сюда. Припалим кончик, чтобы образовалась бурубишка, чтобы точно у нас ничего не развязалось. Такая вот снасть у нас. Поводочек я использую 17 сантиметров. Можно больше, можно короче, но, ребята, определяйтесь по течению. Если течения нет, я считаю, что сильно длинный поводочек ни к чему. Если есть течение, то да, можно удлинять там до полуметра, даже до метра. На обычном водоеме, как этот, например, залив Днепра, можно сказать, здесь течения нет, можно использовать короткий поводочек. Все равно рыба будет подходить до кормушки, кушать корм, и надо, чтобы наша приманка была поближе до кормушки. Плюс, когда поводочек маленький, поклевки четче отбивает. То есть, если поводок длинный, он больше скручивается в воде, и рыба берет, она может взять, а у вас еще не быть поклевки, она уже как бы... Смотрите, как красиво выглядит. Сегодня у нас интересная насадка будет. Поп-ап, чеснок. Как раз сейчас на первую удочку мы ее и попробуем закинуть. Наши заэти и пинцетик. Можете, ребят, оставить комментарии, что мы поймаем, что-то на поп-ап или не поймаем. Сначала, ребят, пробьем его. Вот так, раз. Дальше возьмем ножичек и немножечко его вот тут вот подрежем, чтобы наша защелка легла именно в пазик. Дальше берем застежку, подрежем по максимуму. Берем пинцетиком дальше. Берем нашу волосинку. Ребят, вторая насадка у нас будет тоже на волос, но только опарыш. Сейчас. Вот она у нас, смотрите, легла в пазик, подтянули ее и четко. Тут есть у меня кембрик такой. Делаем. Сейчас я положу, покажу вам. Вот такая вот оснастка у нас сейчас будет. Посмотрим. Правда, если честно, крючочки маленькие. Ну, главное, чтобы что-то клюнуло. Крючок более на карася. Карпец клюнет, будет немножко тяжело тянуть на такой крючок, опасно. Каша у нас уже есть. Ребят, здесь в основном плотва, карась прикормка, гейзер, конечно, панировочные сухари и концентрат чеснока. Продается в супермаркетах в таких пакетиках. Покажу, с собой не взял. Посмотрим, как оно будет работать. Сейчас мы забросим, отклипсуемся и сделаем новую клипсу. Как раз проверим зацепы. Вот, отклипсуемся, сразу ударило в клипс. У нас вон есть камышек, он торчит из-под воды. Вот я сейчас постараюсь забросить где-то напротив него, может чуть-чуть дальше. Опа, что, опять клипса? Опять. Но пока не зацепаемся, мне это нравится. Всегда рыбачьте в клипсу, это мой совет. Ну, можно, правда, сделать исключение на сильном течении. Все, надеваем кашки и закидываемся. Первая пушка пошла. Ну все, вторая будет у нас опарыш, конечно же. Ребят, как я буду наживлять опарыша? Для начала возьму пенопласт и вот так вот отрежу. Здесь сделаю каемочку для нашей застежки. Вот так вот. Дальше начинаем одевать. Пробили. Опарыш. И начинаем одевать через одного по очереди. Красный, белый. Я думаю, штук 7. Это как минимум. Ну, такой пучочек. Дальше берем волосину. Хлоп. И давай. Смотрите, какой красивый пучочек получился. Может чуть-чуть наживлять, конечно, дольше, чем обычный опарыш. Но этот кусочек будет ходить тоже дольше. То есть рыба его сразу не съест. И при ведущей рыбалке мы на этот пучочек по 4 карася вытягивали. Он не мог съесть его. И смотрите, как классно. Мучимся мы, наживляем такими пучками из-за того, что
хотим поймать крупного карася. Может, мелкому будет тяжело такой кусочек съесть, а крупный, или может коробчук небольшой. Ну, классно, мне нравится. Смотри. Плюс пенопластик будет немножко давать нейтральности. Я думаю, будет все классно. Так, сейчас эту закинем, а ту перекинем. Что-то пока на поп-ап ни одной поклевки. Но ничего, день только начинается. Ребят, первый час рыбалки очень важно часто закидывать, чтобы прикормить немножко с места свое. Здесь Настя в воде. Еще такой интересный момент, ребят. Мы не успели прийти на место, как здесь я уже насобирала целый пакет пластика. Смотрите. Это все от прикормок. Неужели, если рыбаки приходят на природу, они же как-то приносят с собой этот пластик? Почему вы его с собой не забираете? Просто такое место красивое, там бутылки плавают. Мне кажется, надо более бережно относиться. Смотрите. Все-таки природа, место очень красивое, а мы приносим пластик, вот это все раскидываем. Понятное дело, я заберу это с собой, но человек же не должен убирать за другими. Каждый человек должен убирать сам за собой, тогда будет чисто. Прошло примерно полчаса, поклевок нет, тишина. Может быть, дело, даже не знаю в чем. В общем, ни у кого не клюет. Там у одного мужчины несколько маленьких карасиков мы видели утром, и все. И то он поймал их рано-рано. Мы решили поменять место. Сейчас пойдем узнаем, как там, что там. И будем переезжать. Мы за то, чтобы искать лучшее место, а не сидеть на том, что есть. И вот так без поклевок, оно же скучно, правильно? Поэтому сейчас переедем и продолжим. Меняем дислокацию. Там, конечно, тоже надо будет, но там хоть в перспективе место. Ну, пошли. Что, ребят, мы переехали. Одну удочку уже закинули, тут как раз две просеки. Вот покажи. Вот одна между камышем, вот вторая. И глубина здесь поинтереснее. Так что, слава богу, освободилось место, и мы здесь. Потому что там вообще... Перешли на другое место, и тут мусор. Неужели нельзя эту штуку забрать с собой? Ребят, вообще ничего не клюет, ни одной поклевки. Но у нас в садке появилась рыба, карасик, и нам его отдали. Уходящие люди одного. Вот такой вот улов. Уже обед, все рыбаки разошлись, которые с нами рядышком были. Вообще все, сейчас никого нету. И отдали нам карася, но он крупненький. В садке сидит, скучает. Но мы не сдаемся, не знаю, еще порыбачим. Да, попробуем. Да, вода прибывает и прибывает. Продолжаем ловить. Ничего, такие рыбалки тоже бывают. Ничего не сделаешь. Вон пакетов сколько в воде. Вон. Да, ребят, если смотрите, пожалуйста, да, вывозите за собой мусор. Давайте любить нашу землю, природу. Ну, просто смотришь и душа Лайфхак, болит. вешайте пакетик, курите, в этот пакетик все бычки собираете, едите, туда все выкидываете, с прикормки, обертки туда же, и с собой все забрать. Да, ребят. Потому любите. что тут дедулечки в основном рыбачат, и тут обертки от этих опарышей валяются пластиковые. Ну блин, неужели нельзя забрать Вот это посмотрите, всё? вот покажи пакет, одни пакеты. Вон пластика сколько в воде. Ну это, конечно, и ветер может принести, но в основном то, что мы видим, люди уходят и оставляют за собой мусор. Земля одна, другой у нас не будет, так что надо просто любить свою землю.
Мы тестируем разные места. Переехали и перешли. Может, что-то получится? Интересно. Но все равно рыбалка это же не только рыба, это отдых, это свежий воздух. Да? Как вы думаете? Наша первая рыбка. Ну давай этой кошке завезем. Да, это же я обещал вчера. Ну да. Друзья, наша первая рыба сегодня, гляньте. Он вчера был в гостях и пообещал кошку угостить. Наконец-то. Вот он. Вторая рыба. Достань твою. Сейчас. Ты хороший, походу. Ух ты. Ух ты. Есть. А ты хотел уезжать. Смотрите, самка какая. С икрой. Друзья, наконец-то улыбнулась удача. Смотрите, какая красивая. Жирный лайк. Где ты плавала так долго? Я включу, посмотрю. Да, нам первое место занимаем. Нет, нет. Ух ты какой. Карасик нашли клювом. Класс. Марк, не ложи руки на колени. Друзья, смотрите, какая рыбка начала клевать. Да, дождались. Дождались, а я уже хотела домой ехать. Знаете, скучно целый день, если не клюет. Ну, вы знаете. Ребят, смотрите, мы ловим с утра, и мы целый день работали на место. То есть мы
каждый раз кормушечкой прикармливаем, бросаем в клипсу 2 удочки. И вот наконец-то начинает работать место. Я думаю, мы должны еще что-то поймать. И плюс нам тут весело, у нас вон каяки плавают. Добавь немножко свободы. Тренировку мы застали. Да. Но место реально начинает потихонечку работать, потому что 2 карася за крупненьких за короткое время, это уже успех. Если учитывать то, что мы целый день просто бросали кормушки. А если бы мы сразу сюда сели, а не переходили с места на место, мы бы уже давно хорошо закормили место. И было бы еще лучше. Но уже место работать начинает. Я думаю, только 5 часов, я думаю, еще у нас часика 2 есть, и я думаю, мы должны что-то подловить. Я не могу расслабиться и крутить. Попробуй. Гони скорость, немножко гони быстрее. Хорошо. Надо, чтобы тебя выработался грибок четкий, потому что начинает ломать его. А то ломаешь, привыкнешь быстро ловить время. Хорошо. У меня просто после 20 секунд руки и плечи кончаются. Я всегда говорю, это пока базовая подготовка, давай работать. Мы еще не накатали эту норму. Марк, не смотри на меня. Далеко стало. Крути еще, Марк, крути. Видно, как клюнуло? А что ж ты не подсек, если классно клюнуло? Да, наверное, в что-то уперся, зацепились. Смотри, съела все до последнего. Хороший, видать, был крупная рыбка была. Тренировка идет так интересно, мы первый раз такое видим. Ребята, нам еще тренер команды подошел и рассказал, что мы удачно выставили клипсу, и мы их бросаем прямо за склон. Здесь разлита вода, и предел озера до камышей, канала точнее. Да. И там уже идет глубина. Он подошел, сказал, что вы классно выставили клипсу, из-за этого у вас и клюет. Но я еще думаю, конечно, что мы место уже закормили, это тоже очень сильно влияет. Ну и здесь зацепы есть. Кто из Запорожья, имейте в виду, что здесь цепляется. Ну да, видать, за бровку, и мы зацепаемся постоянно. Я уже оторвал 2 кормушки и 4 крючка. Ну ничего, последние снасти, кстати, остались. Так интересно за этими тренировкой наблюдать. Будем баловать кошку, держи. Мы чужой кошке собираем рыбу. Да, побалуем. На угостить ее надо. Она к нам так относится. Она, Сереж, не очень любит этому кошку. Будет угощать рыбой. А видите, как надо отношения налаживать? Кормить. Путь лежит к сердцу через желудок. Тормоз. Он не тонет, так что не волнуйся. Я просто Николаевич начал спину. Поснимал. Ты как пиявка, потому что. Улетела. Ой, самый крупный. Так, надо попустить. Сегодняшний трофей номер 1. Вот такой вот. Лайк. Вот такой карасик тоже. И такой еще. И такой.
Вот такой сегодняшний улов. Остальные для кошки. Ну что, ребят, вот такая вот рыбалка. Удовлетворения я не получил, к сожалению. Но хоть побыл на свежем воздухе, вернее побыли, отдохнули душой, скажем так. От рыбалки, конечно, как я уже говорил, удовольствия я не особо получил. Клевало редко, плохо, но хотя были поклевки неплохие. Ну ничего, ребят, все будет. Я думаю, войдем, как говорится, войдем в форму, как он, байдарочники, и все у нас будет. Мы сегодня первый раз посмотрели тренировки, как проходят, очень интересно. Да, мы не думали, что сейчас что-то работает. А тут и тренер тренирует детей, классно, да. Да. Теперь приходит вот этот момент, я думаю, каждый понимает, вот это собирание. Фу, как я его не люблю. Насколько классно раскладываться и как, Да, насколько складываться ужасно. надо быстро, налегке. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что смотрите, пишите комментарии. До новых встреч! Пока.